Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 27 февраля, предпоследний день зимы, киевское время 19 часов. Итак, Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов в этих направлениях. Враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения. Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки своих ударов. За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных ударов и 13 авиационных ударов, 2 из которых с применением беспилотников типа Шахед-136 по гражданской инфраструктуре. Оба дрона были сбиты. Всего за эту ночь наши воины уничтожили 11 беспилотников типа Шахед-136, иранских беспилотников, и 14 запущенных россиянами. Из 14 запущенных россиянами БПЛА «Камикадзе». Я так понимаю, что Россия достреливает последние шахеды, которые поставил им Иран. И поэтому сейчас так активизированы контакты между Ираном и Россией. Кстати, об этих контактах сегодня будет интереснейшая цитата, которой 26 лет. И принадлежит она Джо Байдену. Тем не менее, из 11 выпущенных дронов этой ночью было сбито, точнее из 14 запущенных дронов было сбито 11 штук. К сожалению, 3 дрона достигли своей цели, есть погибшие и раненые. В частности, в городе Хмельницком прогремело несколько взрывов. И на данный момент уточненная информация, уже 2 человека погибшими, еще скончался сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в больнице города Хмельницкого, и еще 3 человек раненые находятся тоже госпитализированы. Также за прошедшие сутки враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области и на Донбассе. Есть погибшие и раненые мирные граждане, уничтожены гражданские дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Уровень угрозы нанесения России ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок на данный момент не выявлено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Недалеко от Поповки, Сумской области и Красной Зари враг применил беспилотники с боевой нагрузкой. То есть уже, если раньше мы говорили, что бывали случаи применения авиации, особенно армейской, это вертолетов, то теперь были применены ударные беспилотники со стороны Российской Федерации. На Купянском и Лиманском направлениях идут бои в лесах Кременной и возле Чернопоповки. Но изменений линии фронта за прошедшие сутки не зафиксировано. Все попытки противника атаковать наши позиции были отбиты и оказались неуспешными. На Бахмутском направлении враг вбил в клин между Ягодным и Берховкой для создания условий для последующего перекрытия трассы из Часового Яра.
Распространяемая на некоторых каналах информация о потере Дубово-Василовки не соответствует действительности. Эти населенные пункты находятся под нашим контролем. Продолжаются бои на восточном берегу Бахмута и южных окраинах, окрестностях этого города. Южный фланг — единственное место, где ситуацию можно назвать контролируемой. В остальном ситуация непредсказуемая как в городе, так и на северной окраине Бахмута. Особенно на северной окраине Бахмута, там ситуация вообще непредсказуемая. Бои идут очень ожесточенные. И даже на данный момент нельзя точно сказать, где проходит линия фронта. На Авдеевском и Шахтерском направлениях бои с переменным успехом продолжаются в районе Невельского. Между Марьинкой и Новомихайловкой враг вытесняет наши силы за счет преимущества в технике. В основном здесь подтянули, видимо, резервы и пошли атаки при поддержке техники, атаки личным составом при поддержке техники. И ситуация тоже очень тяжелая в том плане, что успех продвижения противника иногда бывает, но иногда наши войска возвращают эти позиции. На Запорожском направлении здесь все без изменений, ситуация стабильная, контролируемая, идут позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. Под огонь российской артиллерии попало более 30 населенных пунктов. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали более 27 населенных пунктов. Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Бахмутовки Донецкой области в период с 22 по 24 февраля в медицинские учреждения доставлено до 30 тел мертвых и 65 раненых военнослужащих российских оккупационных войск. На фоне военных успехов вооруженных сил Украины во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Учитывая это, российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих. Я не стал менять текстовку, которую дает Генеральный штаб, но, насколько известно, на сегодняшний день замполитов уже даже в российской армии нет. Это пережиток прошлого советской армии. Сейчас у них заместители командиров по работе с личным составом, так называется эта должность. И хотя у них политическое управление название свое сохранило. До оккупантов пытаются довести статьи Уголовного кодекса о наказании. В частности, всех захватчиков пугает, что российские военнослужащие с 2017 года находятся в статусе самовольно покинувших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы. То есть это почему с 2017 года? Потому что в 2017 году российское законодательство ужесточило порядок наказания за дезертирство. Но тут же, опять же, надо понимать, что Россия это страна, которая не дружит с правами человека и вообще не живет в юридическом поле или в правовом поле. Дело в том, что самовольное оставление части — это такой довольно очень расширенный термин. Там он может длиться до 30 суток. На 30-е сутки наступает до 3 суток самовольная отлучка, от 3 суток до 30 это самовольное оставление части, а свыше 30 суток это уже может быть дезертирство. Так что, тем не менее, они пугают, видите, своих. Кстати, не только пугают вот эти заместители по работе с личным составом, но и применение практики заградотрядов тоже широко распространено среди российских военнослужащих. Для этого применяется ОМОН, который прибывает из России сюда. Для этого применяются так называемые кадыровцы. Это, в принципе, та же Росгвардия.
и сами подразделения Росгвардии из других регионов. Они открывают огонь на поражение, плюс еще кадровые военные, ну, мобилизованные в качестве рабов, если честно. Они вообще бесправные. Если мы раньше говорили о том, что зэки завербованные в частные военные компании типа Вагнера, да, не имеют никаких прав, и их просто раненых добивают, зэков, которые не подчиняются, расстреливают. Кто побежал, попытка к бегству, как в детской, точнее в поговорке, шаг в сторону побег, прыжок на месте, провокация. Так вот, ну, примерно так их и содержат. То теперь вот в ту же ситуацию полностью попадают мобилизованные. То есть с мобилизованными никто не считается. Кадровые военные ставят их в первую линию, гонят их впереди себя в атаку. Если они поворачивают обратно, по ним открывается огонь из всех имеющихся средств. Стрелковое оружие, из БМП, из бронетранспортеров, с пулеметов. Не хочешь идти в атаку, будешь расстрелян на месте. Так что довольно жесткое там обращение, и вот в такой вот атмосфере они воюют на сегодняшний день. Но, к сожалению, надо отметить, что воюют. Воюют, и нам очень довольно тяжело. Из-за этого нам приходится довольно тяжело. Из-за опасений деоккупации украинских территорий в населенном пункте Олешки из Кадовск Херсонской области российская оккупационная так называемая власть готовится к бегству на территорию временно оккупированной автономной республики Крым. В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь. А с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации всем желающим. Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили. С собой разрешено брать только ручной багаж. Ну, я вам скажу так, что не стоит обольщаться. Почему? Потому что некоторые СМИ уже пишут, что это вот в Херсоне было то же самое. Они сначала уезжали, а потом ушли. Нет. Скорее всего, мероприятия по эвакуации местного населения и особенно коллаборантов, ну, во-первых, они эвакуируют тех, кого жалко, кто с ними сотрудничает в первую очередь. И в основном эвакуация, скорее всего, проводится для того, чтобы обезопасить и как максимально создать вот такой, знаете, поток, чтобы пошла основная масса населения. Почему? Потому что им гражданское население очень сильно мешает. Россияне боятся, что гражданское население помогает вооруженным силам Украины, передает координаты мест дислокации или размещения российских военных, может корректировать огонь нашей артиллерии, поэтому они стараются создать любые условия. Если погнать палкой, будет сопротивление. А если создать условия, то может быть какая-то часть выйдет или большая часть выйдет добровольно. Что они и делают. Потому что, еще раз повторюсь, население им мешает. Кстати, вот там же в районе Олешек и в районе Скадовска, на юге, в районе Бердянска, патрули обыскивают прохожих, проверяют телефоны. Наличие, допустим, такого приложения, как VPN на телефоне, уже повод для задержания и допросов. Могут кинуть на подвал. То есть очень жесткие меры. Они очень боятся. Почему-то кнопочные телефоны, телефоны с приложением VPN вообще уничтожаются на месте, их разбивают сразу же вдребезги. Вот. Даже с кнопочным телефоном могут задержать и допросить, что ты там делаешь. А без телефона тем более, что ты там делаешь, почему ты там выхаживаешь. Очень жесткие меры, они очень сильно боятся огневого поражения со стороны вооруженных сил Украины. Вот такая вот там складывается ситуация. Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время защитники уничтожили российский штурмовик Су-25, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов и вражескую станцию подавления спутниковой связи. В общей сложности наши защитники за прошедшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожили 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 6 автомобилей.
По состоянию на 27 февраля, на утро сегодняшнего дня, в Черном море на боевом дежурстве находится порядка 6 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет «Калибр», общий залп которого может составить 4 ракеты. Ну вот, хочу еще озвучить такой аналитический вывод. Сделала команда Deep State, которая знаем мы, да, все эту карту, пользуемся, я постоянно рекомендую, у меня в описании к каждому видео есть ссылка на эту карту, потому что технически нет такой возможности вставить ее в видеоизображение, а вот дать ссылку, чтобы вы открыли и посмотрели, там все есть, там все прекрасно работает, анимация посуточная на любом участке, и есть различные слои. Так вот, они отслеживают ситуацию, они делают аналитическую оценку этой ситуации, и они вот написали такой вывод, я не мог пройти мимо, это крик души, в принципе, на мой взгляд, вот он так звучит, я его озвучу. Звучит он так. Основная масса нашего общества смотрит на войну из-за розовых очков средств массовой информации, привыкших подавать только победы. Кстати, в этом, да, у нас эйфория праздника и ожидания победы очень высока в обществе. Люди верят во вбросы, верят в кейс с Олежками. Это имеется в виду, что якобы они оттуда, то, что я вам говорил только что они оттуда не уходят. Это не значит, что эвакуация, значит, они завтра оттуда уйдут. В то, что враг несет значительные потери, а мы не несем вообще. Кстати, у нас вопрос потери опять до сих пор, давно уже не поднимался в обществе, и мы как-то об этом подзабыли. Банально, некоторые настолько далеки от войны, что думают, что если враг ездит возле площадки, то он не знает, где он ездит и куда он стрелял. Сладкая ложь, которую распространяют западные эксперты, или сопли, сейчас ребятам в Бахмуте не помогут. Там кромешный ад на земле. Помогать нужно было раньше. И уважение тем, кто приобщился к этому или через нас, или через фонды, или через собрания там, аэроразведчиков или других любых организаций, которые помогают, реально помогают вооруженным силам. Сейчас стоит понимать цену и быть благодарным тем, кто прилагает сверхусилия и ценой собственной жизни удерживает восточный берег города, трассу на Константиновку, сам город и проклятый северный фланг выступа. Сейчас нас ждут тяжелые дни, потому что враг не останавливает давление на Бахмут. Там уже большинство зэков давно заменили регулярные наемники и десантные части врага. То есть российское командование провело ротацию, и вот этих наемников и зэков осталось довольно немного. И потому становится тяжело. И как это все закончится, еще неизвестно. Но любое развитие событий мы должны воспринимать без всяких нареканий, гордясь нашими защитниками. А кто хочет выразить свои мысли, недовольство или упреки, поезжайте туда, в Бахмут, и расскажите это все военным лично. Вот такой вот аналитический вывод сделала команда Deep State, и я считаю, что надо к нему прислушаться. И надо более реально смотреть на вещи и воспринимать ту обстановку, которая сегодня складывается на линии фронта. Ну, вот такие военные новости произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. И на этом военная часть мы огласили. И сейчас поговорим немножко о военных и военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нее. И вот несколько заявлений, несколько цитат хочу привести Йенса Столтенберга, это генерального секретаря НАТО, который сказал, что сейчас развернулась волна. Давайте начнем с преамбулы. Развернулась волна, что надо садиться за стол переговоров. Если нет успехов, значит все, надо останавливаться, надо прекращать огонь и садиться за стол переговоров. В Российская Федерация, я так понимаю, начала дергать за все ниточки, которые у нее только есть. Достали весь компромат на всех западных политиков и чиновников, а те сливают якобы инсайд
в средства массовой информации, некоторые газеты там тиражируют эти новости на всю Европу и на весь мир. Иногда даже более-менее приличные. Так вот, генеральный секретарь НАТО сделал несколько заявлений. Первое, он сказал, что НАТО продолжает поддерживать Украину, потому что это важно для мира и стабильности в Европе. Мы призываем всех поддержать Украину в этой борьбе и присоединиться к нашему лозунгу. И еще одно заявление тоже прозвучало, что НАТО будет поддерживать Украину сколько угодно. Мы отстаиваем ваше право выбирать свой путь, как гордая, суверенная и независимая нация в Европе, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Здесь имелось в виду насчет выбирать свой путь, это то, что вот к этим распространению слухов, что Запад будет принуждать Украину к переговорному процессу «Мир в обмен на территории». Нет, НАТО, во всяком случае, уже официально опровергла такие слухи. Что скажут другие западные политики, ну посмотрим. Во всяком случае, на сегодня многие из них заявляют, что никто, ну особенно Белый дом, сказали вообще, что это Украина принимает решение относительно начала переговорного процесса с Российской Федерацией, что бы ни писали средства массовой информации. Ориентируемся на официальное заявление Белого дома. Далее. Вчера с утра мы все взбудоражились событиями в Беларуси. Это Мачулище. Аэродром, который находится, военный аэродром, режимный объект, который, кстати, используется с самого начала войны, откуда взлетала российская авиация для бомбежек нашей территории. Сейчас она там тоже базируется и тоже взлетает. Но, слава богу, не наносит огневые удары. Так вот, там базировался самолет дальней радиолокационной разведки А-50У воздушно-космических сил Российской Федерации. Этот самолет, фактически он являлся глазами и ушами авиации и ракетных войск России. Почему? Потому что я вам рассказывал, как это работает. Они поднимают в воздух пару МиГ-31, которые которые являются носителями ракет «Кинжал». Но мы с вами даже не знаем, там ракета или муляж под фюзеляжем. Но у него что-то там в виде ракеты находится. И мы вынуждены объявлять, а так как дальность спуска ракеты 2000 километров, и она покрывает всю территорию Украины, мы вынуждены объявлять сигнал воздушной тревоги. И тут вслед за МиГами взлетает Ил-76, это на базе Ил-76. Для тех, кто за границей и кто знает неплохо натовское вооружение, это аналог американской системы АВАКС, дальнего радиолокационного наблюдения. Так вот, этот самолет взлетает и начинает срисовывать все места, где включаются наши системы ПВО. А мы вынуждены их включать, чтобы они были в готовности для отражения воздушной атаки со стороны российских ВКС. Вот. И, соответственно, потом они обрабатывают эту информацию и координаты систем ПВО передают ракетчикам и летчикам. И те вводят их в ракеты, и мы получаем очередной ракетный удар. Так вот, вчера произошли 2 взрыва на этом аэродроме. По данным белорусского сопротивления или партизан, не знаю как сказать, как лучше сказать, они говорят, что этими 2 взрывами поврежден был этот самолет А-50, и на сегодняшний день он даже не в состоянии подняться в воздух. Его даже нельзя перегнать в Россию для того, чтобы произвести ремонт. У него поврежден фюзеляж в районе кабины и повреждена антенна. То есть он практически в нерабочем состоянии, выведен из строя. Но тут есть несколько нюансов. С одной стороны, мы уничтожили самолет. Ну, кстати, сразу отвечу на вопрос. В Российской Федерации их было 9, теперь их 8. С учетом того, что этот выведен из строя. Рабочие они или нет, сказать очень трудно. Их 3 самолета
А-50, это старая советская модификация, и 6 самолетов А-50У, это модернизированная версия этого самолета, уже там с ТФТ, ЖК-экранами, точнее, извините, ну так дает открытые источники, с жидкокристаллическими экранами, то есть плоские экраны там уже, поменена частично электроника, заменена антенна, ну и более он модернизированный. Поэтому как бы Россия может пригнать другой самолет, но сам факт того, что аэродром находится в 12 километрах от города Минска. Это режимный объект, который охраняется и системами ПВО, и наземными силами, и всем остальным. Как дроны могли, это одна из версий, что дроны, атака дронов, вторая версия, это взрывные устройства, как неизвестным образом попавшие на аэродром. И встает вопрос, особенно для руководства Белоруссии, если смогли повредить таким образом самолет российских ВКС на хорошо охраняемом аэродроме в 12 километрах от Минска. Там, кстати, сейчас оцеплен весь этот район, и белорусские спецслужбы проверяют даже местных жителей, особенно местных жителей, и включая телефоны, шерстят на смс-ки, смотрят сообщения и видео-фото разделы, чтобы не было утечки, проверяют, была ли утечка информации, была ли корректировка. Вот. Так вот, для того же Лукашенко вопрос, если повредили самолет на аэродроме, то могут повредить и его бронированный автомобиль в Минске. Там меньше охраны в городе. Вот. Так что очень показательное выступление. Я намекаю на то, что мы не знаем, кто это произвел. Это сделали белорусские партизаны или нет. Версии две на сегодняшний день рассматривается. Белорусские партизаны. И как говорят даже некоторые источники в руководстве Беларуси, то эти партизаны уже покинули территорию Беларуси. Ну, у меня интересный вопрос, сразу встречный. В какую сторону они покинули территорию Белоруссии? Польша возвела 6-метровый забор из сетки и колючей проволоки, и с собаками его охраняет. Даже кабаны и лоси не могут сходить в Европу, пощипать там травки или поесть желудей. Настолько закрыта граница. Мы строим там линию Маннергейма или Мажино. Заборы бетонные с обваловкой, колючей проволокой, минными полями и противотанковыми рвами. Страны Балтии границу охраняют войска НАТО. Там, кстати, немцы и стоят на усилении границы, и американцы. Их подразделения размещены в странах Балтии. Так куда же они ушли? В Российскую Федерацию? Так может это провокация со стороны ФСБ? Даже я бы такую версию не сбрасывал со счетов. Вот. Но, тем не менее, спецслужбы Беларуси рассматривают две. Первое — это партизаны, которые уже покинули Беларусь, территорию. Кстати, интересно, это, наверное, сразу они в версии закладывают то, чтобы их не искать. Вот. И вторая версия, что якобы беспилотники, которые прилетели с территории Украины. Ну, мы, как всегда, тоже подозреваемся, и якобы мы тоже можем быть виноватыми. Посмотрим, к чему с каким выводом, точнее, придет комиссия. Лукашенко сегодня проводил закрытое заседание с силовиками, где обсуждались вопросы государственной безопасности. Вот такое вот событие произошло. Вот, кстати, даже уточнение я нашел, что сообщают на момент записи вот этого видео, сообщают, что в результате 2 ударов повреждена кабина пилота и радиолокационная антенна. По второй неофициальной версии от российских военкоров аэродром атаковало 6 беспилотников, которые были якобы запущены из Черниговской и Киевской области. Ну, это российские военкоры, я даже не удивляюсь. 4 беспилотника были сбиты на подходе. Один был сбит над аэродромом, и его обломки упали на технику по обслуживанию и уборке аэродрома. Там сообщалось, что повреждена еще была снегоуборочная техника. Один аппарат смог сбросить боезаряд на самолет белорусских ВВС,
после чего огонь перекинулся на один из российских бортов. Ну, уже как бы понятно, что это бред сивой кобылы, потому что нету информации о том, что была повреждена техника ВВС Беларуси. Нет, это раз. Второе, нету никаких подтверждений о том, что сбито не работала система ПВО, то есть ПВОшные средства не открывали огонь. Было 2 взрыва и 2 повреждения на самом борту А-50, самолета А-50. Ну и самое главное, как всегда, Российская Федерация, если вы даете информацию, пожалуйста, фото, видео, материалы, где этот, если мы сбиваем шахед, на котором написано Герань, так мы показываем это в фотографиях, что вот он сбит, это шахед, на котором трафаретиком нанесли Герань-2. Единственное, что мы не показываем серийные номера в открытом доступе, чтобы российские операторы или иранские операторы, кстати, мы знаем, что иранские операторы балуются тем, что сами управляют, так как не успевают учить российских или не получается у них обучать российских операторов. Так вот, чтобы они не определили, насколько точно попал тот или иной шахед, потому что у них есть список целей, и они по серийному номеру могут определить, достиг цели этот шахед или нет, там, где мы показываем обломки. Вот такое вот событие вчера будоражило Белоруссию и вообще информпространство. Ну и вот теперь новость, связанная с Джо Байденом. Дело в том, что ровно 26 лет назад, в этот же день сенатор, тогда еще сенатор Джо Байден, выступал в Атлантическом совете. Это был 1997 год. И здесь поднимался вопрос расширения НАТО. Кстати, год очень такой примечательный, потому что в этот год началось расширение НАТО. И если вы помните ультиматум декабря 2021 года, который Российская Федерация поставила Альянсу, выкатила, можно так даже, наверное, сказать будет. Там было жесткое условие откат НАТО на границе 1997 года. То есть до начала расширения НАТО на восток. И вот цитата из речи Байдена. И здесь россияне мне говорят, будете расширять НАТО, мы вот возьмем и подружимся с Китаем. Я с трудом сдержал эмоции и ответил, удачи вам, ребята. Если не выйдет с Китаем, попробуйте Иран подружиться. Это Джо Байден сказал в 1997 году. Насколько актуальна фраза на сегодняшний день. Вот. То есть это, кстати, говорит о том, что ее растиражировали американские средства массовой информации. Это говорит о том, что с Китаем нельзя подружиться. С Китаем можно договориться и сотрудничать. Но подружиться с ним нельзя. Китай никогда не дружит. Почему? Потому что Китай никогда не хочет брать на себя чужих обязательств. Есть договора, их соблюдают. Или договоренности. Он готов соблюдать. Но дружба, чтобы потом пришли и сказали, по-дружески помоги мне. Нет, это не Китай. Поэтому, видите, Джо Байден еще в 1997 году сказал, удачи вам, ребята, попробуйте. Если не получится с Китаем, попробуйте Иран. Что Россия сегодня и делает. Пробует Иран. Далее, интересная информация пришла, не утихает страсти по поводу ковида, его происхождения и вообще, что это было. Есть очень много в мире, об этом не говорят, потому что наша война затмила все новости, но тем не менее, в мире очень много идет судебных процессов, чтобы вы знали, расследований по поводу происхождения этого вируса и вообще целесообразности таких жестких карантинных мероприятий. Некоторые подсчитывают убытки, кто-то выставляет счета. Соединенные Штаты очень скрупулезно пытаются разобраться, почему их экономика пострадала и откуда взялся этот вирус. Так вот, Минэнерго Соединенных Штатов, не удивляйтесь, у них такие организации занимаются такими расследованиями, Соединенных Штатов считает, что ковид появился в результате утечки лаборатории. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в Минэнерго США.
В отчете подчеркивается, что разведывательные структуры США так и не пришли к согласию по происхождению вируса, то есть он лабораторный или природный. Однако Министерство энергетики пересмотрело свои предварительные оценки и теперь солидарно с Федеральным бюро расследования, где считает, что вирус проник за пределы китайской лаборатории в результате несчастного случая. То есть происхождение вируса до сих пор так и не определено, искусственный он или естественный, но заражение считает, что заражение произошло. Помните, была информация о том, что один из сотрудников лаборатории китайской заболел и покончил жизнь самоубийством. Но он вышел за пределы, больной вышел за пределы лаборатории. Ну вот пока вот такая вот. Чем закончатся все эти расследования и тяжбы, я думаю, что мы через пару-тройку лет, может быть, и узнаем. Возвращаемся к нашей войне. Наше Главное управление разведки, представитель, сообщает о том, что Россия накапливает штурмовую авиацию у границ с Украиной. Ну, мы слышали, помните, да, вот эти, что 400 вертолетов, 400 самолетов. Обсуждали мы эти цифры. Подтверждения цифр нет. Но на том, что авиация перебрасывается поближе к Украине с дальних рубежей Российской Федерации, об этом, видите, разведка наша подтверждает. И есть предположение, что она будет задействована на важнейших направлениях, где противник пытается вести наступление. Пока мы не видим серьезного активизации авиации. Они как работали по одиночными самолетами и парами. На большее их не хватает. То есть массированного налета, чтобы эскадрилья вышла на боевую работу, нет, такого российская авиация на сегодняшний день организовать не в состоянии. Ну а в воздушных силах вооруженных сил Украины подчеркнули, что опасаться массированных бомбардировок авиацией на сегодняшний день не стоит. С авиацией мы уже научились бороться с крылатыми ракетами, с шахедами, с беспилотниками. Нам осталось добить еще баллистические ракеты, но мы надеемся, что придут комплексы соответствующие, и мы начнем с ними эффективно бороться. Вот. Ну а с авиацией мы научились бороться еще в конце апреля, начале мая прошлого года. Ну что ж, вот такие вот новости военные, военно-политические мы сегодня озвучили и рассмотрели с вами. На этом первый блок нашего видео мы будем считать законченным. Я по традиции сделаю паузу. У вас время есть подписаться на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео на моем канале. И вы смотрели их на оригинальном канале. Также, если нравится это видео, поставьте лайк. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну и через некоторое время, как обычно, мы продолжим. А продолжим мы, как всегда по традиции, ответами на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Объясните, пожалуйста, как работает система активной обороны танков, особенно в отношении израильской системы Трофи и Iron First. Заранее спасибо, слава Украине. Источник издания The Insider от 24 февраля. Смотрите, это немножко название не соответствует. Не активной обороны танков, а активной защиты. Это две системы активной защиты, кстати, которые являются полным аналогом друг друга. Практически аналогом друг друга. Эта система активной защиты работает следующим образом. С помощью датчиков и дальномеров, размещенных на самом танке, эта система способна вести разведку, засекать и рассчитывать траекторию полета любых средств, которые летят в сторону танка.
Причем и одна, и вторая система может даже бороться с танковыми выстрелами. То есть, если другой танк ведет огонь и достаточно времени на реакцию, то эта система работает. Если снаряд или ПТУР летит в танк, то эта система отстреливает встречный заряд, который на небольшом расстоянии, буквально несколько там десяток или полтора десятка метров, своим встречным взрывом старается либо сбить с траектории, либо уничтожить, или хотя бы расчленить на осколки, или вызвать предварительную детонацию, если это кумулятивный заряд, у того заряда, который летит в сторону танка. Получается так, образно говоря, получается, что система создает вокруг танка такой, ну, не цельный купол, такую сферу, не полусферу, а такую панораму на 360 градусов вокруг танка. Верхняя часть у нее, ну, допустим, во всяком случае, у израильской системы, у израильской системы трофи, она открытая, там воронка порядка 70 градусов сверху, а так танк по периметру защищен. Он стоит, эту систему они устанавливают уже на танках Меркава 4. Вот. А американская делает полную полусферу над танком и отражает вот такие вот снаряды или противотанковые ракетные комплексы, отражает заряды РПГ, ну и даже некоторые могут отражать и танковые выстрелы. Называется система активной защиты. Еще раз напомню, что трофи система — это Израиль. А система Iron Fist это Соединенные Штаты. Это Соединенные Штаты Америки. Хотя Iron Fist тоже система, разработанная в Израиле по проекту компании Israel Military Industrial. А первая система Трофи разработана по проекту компании Rafael. Ну, в принципе, происхождение у них у обоих Израиль. Вот что такое система активной защиты. Не обороны, а система активной защиты танка. Да, я во вчерашнем видео оговорился, сказал, что выстрел к системе Хаймарс стоит $1 миллион. $1 миллион стоит пакет. Из 6 выстрелов стоит примерно $1 миллион. Там, 900 тысяч. А один выстрел ракеты Хаймарс оценивается где-то, точнее снаряда Хаймарс оценивается где-то в 150-160 тысяч долларов. Так что снижаем цену в 6 раз и спокойно выдыхаем, денег нам на эти пакеты хватит. Но один пакет — это примерно $1 миллион для реактивных систем залпового огня. Вопрос такой, что произойдет, если, например, Польша и страны Балтии без разрешения Соединенных Штатов или Германии передадут нам какое-то оружие, танки или самолеты? Слава вооруженным силам Украины. Я вам скажу так, ничего не произойдет, потому что не передадут. Дело в том, что Польша потеряет тогда лицензии и право приобретения оружия. На Польшу могут быть наложены санкции или эмбарго, точнее запреты на приобретение оружия на международном рынке. Это может иметь для страны катастрофические последствия. Никто сегодня не рискует нарушать правила открытой, официальной рыночной торговли вооружением. То есть есть биржа вооружения международная, ты приходишь, ты принимаешь правила, ты играешь по этим правилам. Если ты эти правила нарушаешь, биржа для тебя закрывается. Все. Тебе никто не продаст оружие. Остается черный и серый рынок. Но с черным и серым рынком, вы же знаете, с ним борются все страны. Почему? Потому что он очень сильно конкурирует и перебивает, и создает угрозы не только для самого белого рынка вооружений, но и для стран
различных стран мира, потому что приобретая оружие в черную, это не подлежит контролю. Где и когда и как будет применено это оружие, сказать очень и очень тяжело. Вот такие последствия, катастрофические последствия для государства будет иметь попытка нарушить правила передачи вооружений. Только с разрешения стран, которые являются правообладателем на все вооружение или на его составные части. Поэтому ничего не произойдет, так как Польша не рискнет это нарушать. Ничего не передаст нам без разрешения. Здравствуйте, можно ли сбить ракету Атакамс? Если да, то располагает ли наш противник такими средствами? И что это за средства? Заранее спасибо за ответ. Нет, в Российской Федерации нету ничего подобного, что может сбить оперативно-тактическую ракету, особенно на дистанции даже до 500 километров. Хотя Атакамс летит сегодня на 300, а на 300 тем более километров. Объясню почему. Потому что скорость полета ракеты где-то больше 1000 метров в секунду. И 300 километров она летит там порядка 6 минут. Все успевают ее увидеть, но догнать и сбить ее не успевает никто. Так что не переживайте. Кстати, именно поэтому Российская Федерация очень боится этих ракет, что они гарантированно будут попадать в цель. Вот, кстати, именно поэтому, что скорость полета и снарядов от систем Хаймарс примерно такая же. Поэтому я всегда говорю, что как только вы слышите от Министерства от российских средств массовой информации, что они сбили там половину ракет Хаймарс. Ну, во-первых, это не ракеты, это снаряды. А во-вторых, у меня сразу это вызывает улыбку, потому что их сбить на сегодняшний день невозможно. Нет таких средств. Единственное средство, которое может попробовать их сбить, это система «Железный купол». Вот, если она будет применена. Насколько я знаю, в Российской Федерации самой системы нету. Ну и как русские любят говорить, аналогов тоже нет. Вот здесь вот это выражение подходит как никогда. У России аналогов системы «Железного купола» нет. Поэтому это все вранье, что они сбивают снаряды Хаймарс. И тем более ракету Атакамс они сбить не смогут. Несмотря на то, что она имеет довольно внушительные, как по сравнению со снарядом, довольно внушительные размеры. Нет у них таких систем. Так, не туда. Вопрос. Когда наступит тот момент, когда нас дожмут с переговорами, почему нам не согласиться на встречу? Но при встрече с московской делегацией выслушать и отказаться, высказав свои требования. То бишь встреча без результата. Провести быстро в течение день-два и сказать потом, что мы пытались, не сошлись во мнениях, для галочки, так сказать. Спасибо, если ответите. Это так не работает. Вот я не знаю, кто вы, по никнейму не определишь, что за человек. Но я скажу, что вот это 100% российский нарратив. Вы остановитесь и сядьте хотя бы, попробуйте. Придете, скажете, что не получилось и уйдете. Но дело в том, что так не работает международная дипломатия. В цивилизованном мире, несмотря на то, что Россия это дикая страна со своими отдельными правилами жизни и пониманием мира, но это так не работает. Если соглашаются на переговоры, значит заранее готовят варианты. Значит заранее это обговаривается. Если соглашаться на переговоры, значит надо соглашаться на прекращение огня. И самое главное, с кем говорить. Сегодня в Российской Федерации нет договороспособных политиков у власти. Путин не договороспособный, Путин не рукопожимаемый. Я вообще не знаю, насколько он легитимен. На международной арене легитимность Путина равна нулю. Абсолютному нулю. Поэтому ни о каких переговоров. И вот такими я специально взял это, не хотел брать этот вопрос, честно скажу, потому что это чисто российский нарратив. Вы остановитесь, вы попробуйте. Нет. Мы не остановимся и не попробуем. Мы будем воевать. Мы остановимся и попробуем только тогда, когда российские войска выйдут с территории Украины.
в границах 91 года. Вот как только они выходят, пожалуйста, тогда мы формируем делегацию и совместную позицию с нашими партнерами и, соответственно, приступаем к переговорному процессу. Но до того, пока хотя бы один российский солдат остается на территории Украины, ни о каких переговорах речи быть не может. Следующий вопрос. Вы уже упомянули про взрывы на военном аэродроме под Минском. Прошла информация, что белорусскими партизанами был уничтожен самолет-радар А-50У. Пишут, что очень дорогая штука. Поясните, пожалуйста, насколько существенно нанесен урон и, если можно, про характеристики данного самолета. Чем он так дорог? Слава Украине! Живе Беларусь! Ну, если верить открытым источникам информации, один такой самолет стоит 330 миллионов долларов. На минуточку. Это практически это были, я уже сказал, глаза и уши российских ракетных войск и воздушно-космических сил, которые наносят, стратегическая авиация, которая наносит ракетные удары по территории. Они определяли координаты целей для нанесения ракетных ударов. Для России это огромный удар, и самое главное, что этот удар создает прецедент. Прецедент того, что нет никакой безопасности даже при нахождении на аэродроме в 12 километрах от Минска. Может случиться все что угодно. Вот бах, 2 взрыва, и самолет уже не в строю. Ну, а если более подробно, дальность видения у него, по-моему, если я не ошибаюсь, порядка 600 километров. Он видит, когда находится в воздухе. Может засекать любые контрастные цели, то есть любые цели, которые засвечиваются и которые отражают, точнее, электромагнитные излучения. Он засекает, определяет координаты. И после этого идет обработка этих координат, и они уже в качестве целеуказаний выдаются для ракетных войск и авиации, стратегической авиации, которая является носителями, ну, например, крылатых ракет или авиационных бомб, если применяется для бомбового удара. Много разговоров по поводу поставок самолетов, в основном истребители. Вопрос, почему нет разговоров и просьб поставить штурмовики, те же бородавочники, для поддержки огнем при наступлении. Также непонятно молчание по поводу поставок Apache. Это позволило бы нам очень хорошо организовать поддержку огнем на поле боя. Это прекрасные машины для борьбы с танками. Да, я знаю, что Apache довольно хороший вертолет огневой поддержки войск. Но, смотрите, еще раз объясняю, что один штурмовик нам не поможет. Даже 10 штурмовиков нам не помогут. Для того, чтобы применять штурмовики, надо выбить систему ПВО противника. Кто может выбить систему ПВО противника? Истребители-бомбардировщики, многоцелевые самолеты. Они могут нести ракеты класса воздух-воздух или воздух-земля. Ну вот, допустим, они ставят ракеты ХАРМ и выбивают системы ПВО противника. Дальность ракеты 150 километров. То есть, не залетая на территорию или в воздушное пространство, контролируемое противником, эта авиация выбивает. Как только выбиты, тогда можно применять что? Штурмовики. Получается, что прося штурмовики, нам все равно нужны будут многоцелевые истребители. Понимаете? Поэтому, а не лучше ли, допустим, взять тот же на многоцелевую платформу или многоцелевой самолет типа F-16? Почему F-16? Еще раз объясню. Почему F-16? Потому что F-16 вылетает с ракетами, допустим, ХАРМ, выбивает систему ПВО противника. Потом возвращается, делает бомбовую загрузку и работает в качестве штурмовика по переднему краю по поддержанию наших войск, не боясь воздействия систем ПВО противника. Вот и все.
Потом возвращается, берет бомбовую нагрузку и бомбит отступающего противника или районы сосредоточения этого же противника. Или, допустим, часть самолетов работает по системам ПВО врага, а часть самолетов работает, но это один и тот же самолет. Понимаете? Тип, точнее, извините, один и тот же тип самолета. И поэтому там этот самый десяток этих F-16 можно разделить пополам и распределить задачи. Они одновременно будут их выполнять. Если мы просим бородавочники, то что нам надо? Нам все равно надо будет просить истребители. Истребители-бомбардировщики. Вот поэтому то же самое с вертолетом. Вертолеты не пойдут в бой. Вы посмотрите, как сегодня воюет наша армейская авиация. Точно так же, как и российская. Все боятся залетать за линию фронта. Потому что плотность систем ПВО, она просто зашкаливает. Как тактических, так и переносных зенитно-ракетных комплексов. И поэтому даже вертолетчики, не залетая, задирают нос и пускают ракеты с дальних дистанций, чтобы не попадать в зону действия переносных зенитно-ракетных комплексов противника. Вот такая вот ситуация. Поэтому такой упор делается на многоцелевые самолеты, истребители-перехватчики. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как снабжается 14-я армия в Приднестровье, если она окружена со всех сторон Украиной и Молдовой? 14-я армия не существует более 30 лет. Немножко вы невнимательно слушали, я сказал, что это склады 14-й армии. Вот они остались от этой 14-й армии. Эту 14-ю армию выводил из Приднестровья генерал Лебедь. И был такой, помните, да, очень известный, он потом пошел в политику и закончил довольно нехорошо свою жизненную, свою политическую карьеру. Так вот, и кстати, это и была его идея. Он прародитель вот этого анклава. Почему? Потому что он предложил первым оставить там гарнизон, от 14-й армии оставить гарнизон и не выводить войска полностью. А потом уже такие политики типа Козака уже обосновали, устроили там вот эту вот битву с местными, отвоевали часть территории, взяли ее под контроль военный и потом оформили это в тот анклав, террористический анклав, который мы имеем на сегодняшний день. Но 14-й армии не существует уже больше 30 лет. Ее оттуда вывели. Как снабжалось все это время российский контингент? Ну, до начала военных действий, до 2014 года Украина предоставляла транзит по своей территории, причем включая грузы двойного назначения. При этом мы пытались участвовать в формуле 3+2 по урегулированию Приднестровского кризиса. Вот, то есть там какую-то пытались играть роль посредников, а потом, видите, тогда мы играли эту роль и фактически помогали Российской Федерации давить на Молдову, надо признать это. А потом сами оказались в такой же роли в Минских договоренностях. Вот. А уже после 2014 года, насколько я понимаю, что гражданские грузы проходили, транзит по территории Украины шел все время. Неоднократно за эти 8 лет, неоднократно многие из экспертного сообщества, я в том числе, поднимали вопрос, что российская железная дорога, эшелоны ходят по территории Украины. Вообще у нас в Киеве каждый день в отстойнике стоял новый 1-2 эшелона с вагонами РЖД, все было. Все как бы, и никто на это дело не обращал внимания. Вот. Но единственное, что военные грузы, я так понимаю, что не доставлялись. И личный состав перемещения как бы военных тоже препятствовалось. И они сначала разработали маршрут через Кишинев, а потом Молдова перекрыла этот маршрут. И они в качестве туристов по поддельным документам перемещались, в том числе через Одессу. Тоже был такой маршрут. Так что вот таким вот образом контингент существовал, но от 14-й армии нет больше 30 лет. Добрый день, у меня вопрос. Правда ли то, что самой быстрой ракетой в мире является ракетный комплекс
авангард и существует ли он на самом деле. Если да, то какими средствами его можно перехватить. Вот это самый интересный вопрос. По тем заявкам, по тем мультфильмам, которые мы с вами видели, кстати, авангард, он из мультиков не Если Сармат со временем перешел из мультиков в более-менее какую-то видео, нам показывают, что там вот второй пуск уже сделан разработчиками Сармата. Это не серийная ракета, это пока что лабораторная ракета, которая только проходит разработку, даже не испытания, а разработку. И это экспериментальные пуски в ходе разработки по Сармату. То авангард в металле не видел пока еще никто. И видео или фото авангарда есть только выставочные образцы, но они больше похожи на муляж, а не на боевые ракеты. Заявлено 28 махов, 28 скоростей звука. Ну, это бешеная скорость. Эта скорость примерно на уровне, это если там умножить, там, по-моему, получается 9,5 километров в секунду. Якобы. Так, извините, первая космическая скорость 7,6 километров в секунду. Первая космическая скорость, которая позволяет оторваться от, преодолеть земную гравитацию. Вот. Так что на сегодняшний день нету доказательств того, что авангард существует в металле. Нету доказательств его технических характеристик, только заявленная устно. И, на бумаге написано, что такая вот скорость. И смотрите, что такое авангард. Авангард это тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета, многоступенчатая, которая выходит на околоземную орбиту и оттуда атакует свою цель. И вот эти вот у нее разделяющаяся головная часть, то есть небольшая летит, а несколько, может быть до 10-14 элементов, боевых элементов головной части, и вот они с такой вот огромной скоростью, преодолевая в том числе и сопротивление, и плотные слои атмосферы, в окружении плазмы, образующейся при таких скоростях, естественно, якобы должны достичь цели. Естественно, никаких, во-первых, в плазме нет радиопрозрачности, то есть ее по идее не должны видеть средства радиолокационной разведки или обнаружения, по идее. И, соответственно, она должна поразить ту цель, в которую она направлена. Там даже кинетическая энергия ракеты или головной части ракеты, точнее субэлемента боевого, летящего с такой скоростью, приравнивается чуть ли не к ядерному взрыву, тактическому ядерному оружию, если брать в тротиловом эквиваленте. Но и по идее, соответственно, нет средств для ее перехвата, но и нет доказательств существования авангарда в металле. Где его испытания, где его пуски и где все остальное. Поэтому очень страшное по описаниям оружие, но вот потрогать бы хотелось бы, посмотреть, поосязать, но такой возможности нет. Поэтому давайте не будем верить слухам, будем доверять тому, что... Поговорка «не верь глазам своим, верь словам моим» мы интерпретируем по-другому. Будем верить своим глазам, а не вашим словам. Расскажите, пожалуйста, в чем преимущество ракет с лазерным наведением, которые сейчас поступают от США. Там же не сидит камикадзе, на расстоянии в 100 километров лазер бесполезен, а скорость такая, что оператор в ручном режиме по видеокамеры все равно не наведет. Это же не дрон по координатам или с лазером, что лучше получается. Сейчас какой-нибудь умник напишет, что в ответ мне у Гугла, что Google в помощь. И вы опять не ответите. Нет, я решил ответить. Смотрите, дело в том, что подсветка может осуществляться из дрона, кстати. Специальные дроны, они могут подсвечивать лазерным лучом. Это раз. Второе, самолет-разведчик может подсвечивать лазерным лучом. Правильно вы сказали, может подсвечивать силы специальных операций, то есть разведка. И могут устанавливаться лазерные маяки.
То есть в районе цели ставится лазерный маяк, и по этому лазерному маяку корректируется. Но если это все невозможно сделать, как вы пишете в своем вопросе, то тогда существуют еще и вот эти вот лазерные головки самонаведения. Оптикоэлектронные, в которые закладывается изображение, и ракета, и вот эта головная часть ракеты совмещает изображение на местности, максимально совмещает с тем изображением, которое заложено у нее в головной части. И за счет и головная часть корректирует ракету таким образом, чтобы было максимальное совпадение изображений. В том числе и если объект движется с небольшой скоростью. То есть допустим, если это изображение танка или какой-то боевой машины, то, естественно, корректировка может осуществляться по медленно движущемуся объекту, не скоростному, конечно же. Вот таким образом. То есть эта ракета, эта голова настолько универсальна, что для нее не важно, есть подсветка или нету подсветки. Есть подсветка, точность будет метр в метр. Нет подсветки, точность будет, может быть чуть ниже, но она именно самонаведение подразумевает то, что она совмещает известное ей изображение, заложенное в нее, с изображением объекта, который она поражает. Вот. Поэтому все равно. Также она, кстати, может просто по координатам, с учетом системы спутниковой навигации, там же тоже есть особенность, как работает GPS, да, надо поймать сигнал как минимум 3 спутников, и решается обыкновенная математическая задача треугольника. Центр треугольника и будет центром координат. Но если расширить возможности системы и брать не 3 спутника, а 4-5 спутников, которые захватывают эту территорию, и, соответственно, точность сразу повышается, точность может достигать нескольких сантиметров по расчетам координат с помощью системы GPS-навигации. И именно эти высокоточные координаты, допустим, данные отметка с 4 спутников дает точность 20-50 сантиметров, и ракета идет точно по этим координатам. Вот как вы едете по GPS-навигатору, вот я вам привел уже 3 варианта, как работает система наведения высокоточных боеприпасов. Эскалибур так летит, Хаймарс так летит, Атакумс так летит. И вообще, когда вы читаете в описании того или иного вооружения, допустим, оптикоэлектронная головка самонаведения, то вы должны понимать, что она работает таким образом. Либо по отраженному лазерному лучу, либо по совмещению изображений. И, кстати, оператор не видит, оператор не имеет обратной связи с снарядом, оператор не имеет, он не выбирается, он не видит. Ракета Атакмс вылетела, и все, дальше она работает абсолютно самостоятельно. Вылетел снаряд Хаймарс, то же самое, работает он абсолютно самостоятельно. Только дроны, дальние разведчики или разведывательно-ударные дроны, такие как Black Hawk, такие как Eagles, такие как Reaper, они имеют постоянную связь через спутник, они имеют связь с оператором, и они передают изображение в режиме онлайн. Да. Баражирующие боеприпасы, Switchblade, допустим, передает в режиме онлайн. Оператор выбирает перекрестие, наводит и выбирает боеприпас. Switchblade выстрелил, завис в воздухе, у него может висеть до 30 минут. Оператор ищет, появился, допустим, танчик, он перекрестие навел, нажал на кнопочку на мышке. Все, этот Switchblade упал в этот танк. Следующий висит, ждет своей очереди. Но у оператора ограничено время применения, потому что потом на эти снаряды они просто попадают, у них закончится ресурс зависания. Вот они видят. Птуры сегодняшние современные видят. И оператор видит, куда летит птур. И мы иногда видим видео, где до взрыва. Момент взрыва пропадает изображение. То есть
ты видишь, как попадает в цель тот снаряд, которым ты управляешь. Дальнобойная нет, ничего, никакой обратной связи нет. В этом преимущество. Оператор, РЭП ничего не может сделать, радиоэлектронная борьба ничего не может сделать с этими боеприпасами. Они летят в автономном режиме. Надо гасить спутник. А спутник можно погасить только в какой-то отдельной местности, где покроет, там, допустим, станция постановки радиопомех. Это ограниченный участок местности. Сегодня нет таких мощных РЭП, которые бы там накрыли 500 или 600 квадратных километров. Нет, таких нет. Ну что ж, на этом мы как бы с вами вопросную часть тоже закончим. И у нас остается еще одна небольшая часть нашего видео. Это пожелания, приветствия и комментарии, которые вы прислали к предыдущим видео. Итак, первый комментарий сегодняшнего видео прозвучит следующий. Китай никогда не действует в интересах кого-либо, тем более России. Китай всегда действует только в своих интересах. Макрон отправится в Китай исключительно для объяснения, в кавычках, китайским товарищам о недопустимости поставок оружия Путину. Китай мечтает разделить биполярность с Америкой, то есть стать страной номер 2 в мире. Если будет сидеть на берегу в ожидании, о чем Америка с помощью Макрона ему и доведет. Как версия могу с вами полностью согласиться. Почему? Потому что любое вмешательство в наш конфликт на стороне Российской Федерации извне, оно ухудшает позиции коллективного Запада. И тут Запад с Соединенными Штатами, они на одной стороне баррикад. И с нами, они на одной стороне баррикад. Поэтому могу с вашей версией полностью согласиться. Русь была, Русь и не ростовская, не новгородская, и не киевская, как-то странно. Она была Русью со столицей в Киеве. Но такого понятия или названия, как Киевская Русь, это вызвано тем, что Россия пыталась извратить историю и пришлось ввести этот термин. А по сути Русь была одна. И Русь это сегодня Украина. Да, географически, да, вы абсолютно правы. Русь это Украина. И столица Руси всегда была город Киев. Кстати, даже Петр I, который переименовал государство российское, он переименовывал княжество московское. Так что и он не имел возможности. Это уже более поздняя интерпретация, что Россия перешла в Русь. Хотя ничего общего в этих двух словах нет. Мира в обмен на территории не будет. Если Макрон и Шольц готовы отдать часть своих территорий, мы не против. Мы посмотрим, изучим их опыт и потом сделаем выводы в пользу интересов Украины. Отличный комментарий. Особенно Шольцу надо предложить Баварию отдать, потому что это королевство, это не федеральная земля, они абсолютно, даже в составе ФРГ она числится как отдельное королевство Бавария со столицей в городе Мюнхен. Они быстро достанут из запасников трон и посадят на него короля. У них, кстати, вся атрибутика, все у них соблюдено. Просто по договоренности они не назначают монарха в своем королевстве. Хотя трон стоит, он пустует. И королевская семья есть, которая живет параллельно, и ее не допускают к восседанию на трон, дабы не ломать сложившуюся ситуацию. Для тех, кто спрашивал, Путин рассекретил цели и задачи СВО-войны, разделение Российской Федерации на московитов, уральцев и прочих. Теперь-то понятно, почему у него всегда все идет по плану. Цели и задачи будут выполнены. Да, в этом плане я с вами тоже полностью соглашусь. И я сам говорил неоднократно, что Путину выпишут грамоту. Потому как лучшего развалителя России найти было, наверное, невозможно. Добрый вечер с Румынии. Вот у нас давно не было приветствий из Румунії. Дякуємо за допомогу і Хорватії та всім, хто допомагає Україні. Україна перемогла. Слава Збройним силам України.
Никополь, город героев, побед. Так всегда деды наши говорили. Сейчас победим. Этой ночью 9 лет начала войны. О чем надо помнить? Ну, это, я так понимаю, вы имеете в виду события зеленых человечков. Началась оккупация Крыма с выдвижением российских войск из Севастополя по всей территории Крыма. Так это происходило. Ну что ж, на этом мы с вами наше видео закончим. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Еще раз приглашаю, подпишитесь, кто не подписался на мой канал или не подписан. Нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Ну и поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Огромные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту інформацію. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!